4 за неделю в России горят склады Wildberries. Теперь в Краснодаре и Невинномысске. Путин передумал договариваться и больше не надеется на Трампа. Инсайды Блумберга. США продолжают бить по Ирану, при этом Рубио уверяет, Вашингтон готов к дипломатии. Орбан жалуется на преследование со стороны новой власти. А премьер Великобритании взялся выполнять свои обещания – побороть бедность. Лувр снова открыл галерею Аполлона, но пока что без драгоценностей. А Еврокомиссия лишила финансирования Венецианскую биеннале. В OpenAI заявили о восстании машин. Искусственный интеллект превзошел себя. А теперь об этом подробно и по делу. Это один день. Подпишитесь, поставьте лайк этому видео и оставьте свой комментарий. Заранее спасибо и начинаем. В России вновь атакованы логистические центры крупнейшего онлайн-ритейлера Wildberries. По данным российских властей и компаний, беспилотники нанесли удары по складам в Краснодаре и Невинномысске. На обоих объектах возникли крупные пожары, есть пострадавшие. Wildberries сообщил, что работа 2 распределительных центров временно приостановлена, а персонал был эвакуирован. Краснодарский логистический комплекс занимает около 100 тысяч квадратных метров. Центр в Невинномысске – примерно 94 тысячи квадратных метров. Они обслуживают юг России и Северный Кавказ. Это уже 2-я серия ударов по объектам компании за последние дни. Ранее атаки на склады в Подмосковье и Тамбовской области привели к гибели 8 сотрудников и нарушили работу маркетплейса. Wildberries объединяет более 1 миллиона продавцов и ежедневно обрабатывает свыше 20 миллионов заказов, поэтому перебои могут затронуть как бизнес, так и покупателей по всей стране. По оценкам ряда СМИ, ущерб от предыдущих атак мог исчисляться десятками миллиардов рублей, однако официальную сумму потерь компания пока не называла. 2-ю неделю подряд последствия атак ощущает и малый бизнес. Для многих продавцов Wildberries эти склады – основной канал доставки товаров покупателям. Пока логистические центры не работают в обычном режиме, часть заказов задерживается, а предприниматели опасаются новых убытков. Особенно это касается небольших компаний, у которых нет запасных складов и альтернативных маршрутов доставки. Сегодня в 4 утра мое сердце просто оборвалось. Все то, что я выстраивала 2 года по крупицам, просто сгорело. Я обычная мама в декрете с 2 детьми, из неблагополучной семьи, которая хотела просто хорошего, светлого будущего для своих детей. Я целых 2 года старалась над своим маленьким бизнесом на ВБ, и сегодня просто в одночасье все сгорело. Как жить? Как теперь обеспечивать семью? Дабы есть небольшие остатки, дабы хоть как-то возместить все свои минусы в бизнесе, пожалуйста, помогите выкупить остатки товара, пока в ближайшие дни не сгорели последние склады. Краснодар, а тут вот что. В Невинке горит Wildberries склад. Одно дело, товар сгорел. Его можно обратно сделать, закупить. Самое главное, чтобы пострадавших там не было. Иншаллах, там не будет никого пострадавших. Нет ценнее человеческой жизни. И на все воле Аллаха, иншаллах, там не будет никаких пострадавших. Вижу эту картину, честное слово, нерадостная новость. Несмотря на регулярные удары по российской нефтеперерабатывающей инфраструктуре и периодические перебои на топливном рынке, Владимир Путин уверяет, что ситуация в экономике остается стабильной. Сложности носят временный характер и не повлияют на общую динамику российской экономики. Состояние отечественной экономики, отраслей экономики, ее ключевых отраслей устойчивое. Даже несмотря на внешние попытки дестабилизировать ситуацию в топливно-энергетическом комплексе, в некоторых других секторах. Вновь хочу подчеркнуть, трудности, которые нам создают на топливном рынке, носят, безусловно, временный характер и не в состоянии повлиять на общую экономическую динамику. Россия больше не рассматривает возможность возврата части оккупированных территорий Украины в рамках потенциального мирного соглашения. Об этом со ссылкой на источники, близкие к Кремлю, сообщает Bloomberg. По данным агентства, Владимир Путин намерен сохранить занятые районы Сумской и Харьковской областей как так называемые буферные зоны вдоль российской границы. При этом, как утверждают собеседники Bloomberg, одной из ключевых целей Кремля остается установление полного контроля над Донецкой областью. Источники издания связывают изменение позиции Москвы с ухудшением отношений с Вашингтоном. В Кремле считают, что неформальные договоренности
якобы достигнутые во время встречи Путина и Дональда Трампа на Аляске, больше не действуют. При этом американская сторона неоднократно заявляла, что никаких соглашений по урегулированию войны тогда заключено не было. По информации Bloomberg, дополнительным фактором стали украинские удары по российской территории и поддержка Дональдом Трампом законопроекта о новых санкциях против покупателей российских нефти и газа. Агентство также пишет, что Москва готова вернуться к предметным переговорам только после достижения военных целей в Донецкой области. При этом, по данным Bloomberg, оценки внутри российского военного руководства расходятся. Если Минобороны рассчитывает взять регион под полный контроль до конца года, часть военных считает такой срок малореалистичным и допускает, что боевые действия могут затянуться до 2027 года. Михаил Драпатый официально приступил к исполнению обязанностей главнокомандующего вооруженными силами Украины. Он сообщил, что одной из ключевых задач, поставленных президентом Владимиром Зеленским, станет усиление наступательных действий, планирование новых операций в тылу противника и наращивание боевых возможностей украинской армии. Одновременно произошли изменения и в руководстве Генерального штаба. Его новым начальником назначен Игорь Скибюк. Драпатый заявил, что знаком с ним с 2022 года и назвал его командиром, которому доверяет и на чьи решения можно положиться в сложных обстоятельствах. Назначение Драпатова стало крупнейшим изменением в военном руководстве Украины с начала полномасштабного вторжения России. США заявили о завершении 11-й подряд ночи ударов по территории Ирана. По данным Центрального командования вооруженных сил США, целями стали военные командные пункты, объекты морской инфраструктуры, ангары для авиации, склады беспилотников и логистические центры. В Вашингтоне утверждают, что операция направлена на снижение возможности Ирана атаковать коммерческое судоходство в Ормузском проливе. В соцсетях появились кадры, которые, как утверждается, показывают работу американской авиации и последствия ударов. Пожар зафиксирован в районе города Бехбихан на юго-западе Ирана, а над Тегераном были сняты вспышки и слышны взрывы. Марко Рубио заявил, США продолжат защищать коммерческое судоходство и наносить удары по объектам, которые, как утверждается, используются для атак на суда в Ормузском проливе. Иран сталкивается с гиперинфляцией, стремительным ростом цен и высокой стоимостью продуктов питания. Все эти проблемы существовали и раньше, но сейчас только усугубились. Их военная инфраструктура понесла серьезный ущерб. При этом последние 20 лет они тратили практически все свои ресурсы не на развитие собственной страны, а на поддержку террористических группировок, создание ракет и беспилотников. Именно эти средства они сейчас используют, хотя их возможности уже значительно сокращены. Все это должно было стать своеобразным обычным военным щитом, за которым Иран рассчитывал развивать свою ядерную программу и ставить мир перед выбором: либо ничего не предпринимать, либо столкнуться с последствиями. Через год у Ирана могло бы быть столько ракет и беспилотников, что этот военный потенциал фактически обеспечил бы ему возможность действовать безнаказанно. Сейчас ситуация довольно проста. Коммерческие суда проходят через Ормузский пролив и подвергаются атакам. Соединенные Штаты обеспечивают защиту этого судоходства и одновременно наносят удары по объектам, с которых осуществляются нападения на суда. Наша цель — и дальше снижать возможности Ирана атаковать мировое торговое судоходство. Именно этим мы сейчас и занимаемся. Вашингтон по-прежнему готов к дипломатическому урегулированию кризиса вокруг Ирана. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио на встрече министров иностранных дел стран АСЕАН в Маниле. Однако, по его словам, Тегеран пока не демонстрирует серьезного настроя на переговоры. Соединенные Штаты по-прежнему привержены дипломатии. Мы открыты к переговорам и всегда готовы искать согласованные пути урегулирования разногласий. Это касается и ситуации вокруг Ирана. К сожалению, несмотря на достигнутые ранее договоренности, они не выполнили свои обязательства. Как сегодня заявил президент, проблема заключается в том, что сейчас Иран не относится к переговорам серьезно. Если они готовы к серьезному диалогу, готовы и мы. Если нет, мы сделаем все необходимое для защиты наших интересов и интересов наших союзников. Если создать на Ближнем Востоке прецедент, при котором государство сможет контролировать международный морской путь, взимать плату за проход и угрожать судам в случае отказа платить, это станет крайне опасным примером, который может повториться и в других регионах мира, включая этот. На кону сейчас не только ситуация в Ормузском проливе. Речь идет о фундаментальном принципе свободы судоходства. Если этот принцип окажется под угрозой окажется мировая экономика и правила, на которых более 150 лет строилась международная торговля. Этого нельзя допустить. На встрече министров иностранных дел стран АСЕАН и их ключевых партнеров в Маниле главной темой стали последствия обострения ситуации на Ближнем Востоке для мировой экономики и безопасности. Участники говорили о рисках для международной торговли, цепочек поставок и морского судоходства. Министр иностранных дел Южной Кореи Чо Хён
призвал страны региона укреплять сотрудничество в условиях перебоев в глобальных цепочках поставок и нестабильности на Ближнем Востоке. Нарушение глобальных цепочек поставок и нестабильность на Ближнем Востоке меняют ситуацию в нашем регионе. Одновременно стремительное технологическое развитие открывает новые возможности, но создает и новые вызовы. В таких условиях ни одна страна не способна самостоятельно обеспечить ни свое процветание, ни даже свою безопасность. Укрепляя нашу солидарность, мы сможем увереннее преодолевать неопределенность, расширять пространство для стратегических решений и создавать новые возможности для наших народов. С похожими оценками выступил и глава МИД Индии Субраманиам Джайшанкар, отметив, что безопасность морской торговли больше нельзя считать гарантированной. Мир переживает период крайней нестабильности. И становится все очевиднее, что ни одна страна, ни даже группа государств не способны справиться с этими вызовами в одиночку. В эпоху нестабильности и потрясений наибольшее давление испытывают цепочки поставок, энергетика, продовольствие и здравоохранение. Безопасность больше нельзя воспринимать как нечто само собой разумеющееся, поскольку все мы зависим от морской торговли. Именно поэтому соблюдение международного права в этой сфере имеет жизненно важное значение. Протокол о модернизации зоны свободной торговли Китай-АСЕАН версии 3.0 официально подписан. Уже 6 лет подряд мы остаемся крупнейшими торговыми партнерами друг для друга. В 2025 году объем взаимной торговли превысил $1 триллион. После сильного землетрясения в Мьянме и ликвидации последствий землетрясения на Филиппинах Китай оперативно оказал помощь, продемонстрировав традиции взаимной поддержки между Китаем и странами АСЕАН. Китай продолжит взаимодействовать с АСЕАН, руководствуясь принципами мира, развития, сотрудничества и взаимной выгоды. Мы готовы к еще более тесному сотрудничеству на благо народов региона и к совместному ответу на новые вызовы и неопределенность. Вместе мы должны стать опорой регионального и глобального мира и развития. Спасибо. Китай, Россия и Канада также подтвердили заинтересованность в расширении сотрудничества с АСЕАН. В России твердо уверена, что АСЕАН выступает в качестве нашего надежного партнера, единомышленника. Со своей стороны последовательно поддерживаем центральную роль АСЕАН во всех региональных делах, вносим посильный вклад в укрепление выстроенной вокруг ассоциации системы межгосударственных отношений, которая основана на принципах международного права, открытости, равенства и, подчеркну особо, учета интересов всех участников. Пока в Маниле проходили встречи министров иностранных дел стран АСЕАН и их партнеров по диалогу, рядом с местом переговоров прошла акция протеста. Филиппинские активисты попытались приблизиться к зданию, где проходил саммит, однако полиция преградила им путь. Между протестующими и сотрудниками правоохранительных органов произошли столкновения. Участники акции выступили против визита госсекретаря США Марко Рубио и призвали Вашингтон отказаться от участия в региональных конфликтах. По словам организаторов, они считают, что политика Соединенных Штатов способствует росту напряженности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и государственного секретаря США Марко Рубио согласована и состоится в четверг, 24 июля, на полях форума АСЕАН в Маниле. По словам самого Лаврова, договоренность была подтверждена во время краткой встречи с Рубио накануне. Встреча невозможна, она уже согласована. Мы вчера на приеме виделись с Марко Рубио и подтвердили, завтра она состоится в первой половине дня. Надеюсь, что у нас будет возможность вас как-то проинформировать о наших впечатлениях. Сразу по итогам Анкориджа и президент Путин, и президент Трамп четко высказались относительно того, что там было достигнуто согласие по ключевым вопросам. И мы исходим из того, что, по крайней мере, пока нам американские коллеги не ответили отказом от своих же предложений, которые прозвучали и которые хорошо всем уже теперь известны. Что касается предсказаний президента Трампа о приближении урегулирования, я завтра у Марко Рубио поинтересуюсь, тем более, что он тоже комментировал итоги Анкориджа.
достаточно неоднозначно. Ну, полезные будут встречи, в любом случае лучше напрямую задать вопрос и получить ответ. Подтвердил запланированные переговоры и Марко Рубио. Сергей Лавров сообщил, что завтра встретится с вами. Если эта встреча состоится, будете ли вы оказывать на него давление по вопросу Украины или... Не знаю, подходит ли здесь слово «давление». Мы будем обсуждать этот вопрос. Очевидно, что война в Украине во многом помешала России и Соединенным Штатам найти точки соприкосновения по другим темам. Это не означает, что мы не будем искать другие возможные направления сотрудничества. Но вместе с тем, мы хотели бы, чтобы эта война завершилась. Мы считаем, что это было бы полезно и для России, если бы война закончилась, поэтому мы поднимем этот вопрос. Как я уже говорил, Соединенные Штаты по-прежнему открыты и готовы сыграть конструктивную роль в прекращении этой войны, если такая возможность появится. И она может появиться. Мы готовы взять на себя такую роль, потому что считаем и думаю, российская сторона с этим согласится, что, вероятно, именно США сегодня являются единственной страной в мире, способной помочь положить конец этой войне. Бывший премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что прокуратура изъяла серверы его партии ФИДЕС с базой членов, перепиской и финансовыми данными. Он назвал это политическим давлением и объявил о начале мирного сопротивления действующей власти. Против произвола власти мы используем все мирные средства, как в парламенте, так и за его пределами. Это очень важно, и именно так мы намерены действовать. Мы не стремимся диктовать темп политического сопротивления. Не для этого мы собрались. Но, на мой взгляд, в будущем партия ФИДЕС будет функционировать скорее как сервисный центр, потому что изменить авторитарную систему могут только те, чьими голосами она была создана. Она возникла потому, что венгерский народ большинством голосов, около 51%, поддержал партию ТИСА. Я считаю, что если у политической партии изымают сервер, на котором хранятся реестры ее членов, вся переписка, вся интернет-инфраструктура, значительная часть баз данных, информация о членских взносах и пожертвованиях в поддержку партии. И все это изымает правительство, представляющее конкурирующую политическую силу, то это проблема, молодой человек. Если позволите, мне кажется, здесь ничего дополнительно объяснять не нужно. Правительство Петера Мадьяра отвергает обвинения. Там заявляют, что обыски проходят в рамках антикоррупционного расследования, связанного с деятельностью ФИДЕС во время пребывания у власти. В штаб-квартире Deutsche Bank во Франкфурте прошли обыски. Прокуратура Дюссельдорфа расследует возможные налоговые махинации в подразделении Постбанк, связанные со сделками от 2008 до 2010 годов, известными как Кум-Кум. По версии следствия, такие операции могли использоваться для незаконного возврата налогов на дивиденды. В банке заявили, что проходят по делу в качестве третьей стороны и полностью сотрудничают со следствием. Это уже третий обыск в Deutsche Bank с начала года. Ранее расследования касались возможного отмывания денег и деятельности розничного подразделения банка. Правительство Великобритании объявило о снижении максимальной стоимости разового автобусного билета с 3 до 2 фунтов стерлингов. Мера вступит в силу с января 2027 года. И, по словам премьер-министра Энди Бёрнама, должна помочь жителям справиться с ростом стоимости жизни. Ранее кабинет также сообщил об отмене налога на электроэнергию для домохозяйств с октября. Бёрнам подчеркнул, что эти инициативы будут профинансированы за счет перераспределения бюджетных расходов, а решения по возможным изменениям налоговой политики примут позже, при подготовке государственного бюджета. Я всегда буду честен с людьми. Это мой стиль. 3 меры, о которых я объявил на этой неделе. Ликвидация проблемы бездомности, ограничение стоимости автобусных билетов, о котором мы объявляем сегодня, и отмена НДС на счета за электроэнергию полностью обеспечены финансированием. Именно так я и намерен действовать. Люди спросят, как это возможно? Я пересмотрел приоритеты. Главный приоритет для граждан — снизить давление из-за роста стоимости жизни, и именно этим я занимаюсь. Я внимательно пересматриваю некоторые обязательства предыдущего правительства, например, проект цифрового удостоверения личности, и перераспределяю средства. Думаю, именно этого люди и ожидают от меня на этом посту. На полях встречи глав МИД стран АСЕАН министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг заявила, что Канберра обеспокоена действиями Китая в Южно-Китайском море. По ее словам, недавний инцидент между китайскими и филиппинскими военными был дестабилизирующим и рискованным. Вонг призвала страны региона придерживаться международного права и совместно работать над сохранением мира и стабильности. Мы ясно дали понять, публично и напрямую Китаю, что считаем испытание ракеты дестабилизирующим фактором. Мы заявили об этом публично и также довели эту позицию до министра иностранных дел Ван И во время нашей вчерашней встречи. Если говорить шире о Южно-Китайском море, я также публично прокомментировала
Инцидент с участием военнослужащих ВМС Филиппин и китайского персонала. Мы заявили, что серьезно обеспокоены поведением, которое считаем дестабилизирующим и рискованным. Мы хотим видеть регион мирным, стабильным и процветающим. Мы хотим, чтобы все страны, включая великие державы, соблюдали международное право, в частности, Конвенцию ООН по морскому праву. Именно эти принципы определяют характер нашего региона, а также его стабильность и мир. В ответ в Пекине заявили, что государства, не являющиеся сторонами территориальных споров в Южно-Китайском море, не имеют права вмешиваться в ситуацию. Соответствующие страны не являются сторонами спора по Южно-Китайскому морю и не имеют права вмешиваться в морские вопросы между государствами, непосредственно вовлеченными в ситуацию. Все могут видеть, что всякий раз, когда на море возникает хоть малейшее напряжение, одна и та же небольшая группа стран немедленно выступает с громкими заявлениями против Китая, даже не пытаясь разобраться, кто прав, а кто виноват. Китай призывает соответствующие страны прекратить раздувать напряженность и провоцировать конфронтацию, а также уважать усилия государств региона по поддержанию мира и стабильности в Южно-Китайском море. Китай продолжит твердо защищать свой суверенитет, права и интересы в соответствии с законом и надлежащим образом урегулировать морские разногласия с заинтересованными сторонами посредством диалога и консультаций. Таиланд продолжает строительство постоянного заграждения на отдельных участках границы с Камбоджей после вооруженных столкновений между двумя странами в прошлом году. Первый участок длиной около 1 километра уже завершен в провинции Чантхабури. По данным тайских военных, бетонное ограждение усилено стальной сеткой и колючей проволокой. Конструкция, как утверждается, выдерживает огонь из стрелкового оружия, а металлические элементы рассчитаны на срок службы до 50 лет. Командование армии сообщило, что планирует построить еще более 7 километров таких заграждений там, где это позволяют рельеф и природные условия. После 2 вспышек боевых действий в июле и декабре прошлого года на границе сохраняется режим прекращения огня. Однако военные подразделения обеих стран по-прежнему остаются на своих позициях. Лувр вновь открыл галерею Аполлона, закрытую после громкого ограбления в октябре прошлого года. Пока посетители могут увидеть только интерьеры зала, исторические драгоценности французской короны остаются в хранилище. Я, конечно, очень рад, что мы вновь открываем галерею Аполлона, которая была закрыта с 19 октября 2025 года. Это одно из самых знаковых пространств Лувра. Однако здесь больше не будут выставляться королевские драгоценности и драгоценные камни, они будут размещены в специально защищенных помещениях музея. Вместе с тем, это дает возможность посетителям заново открыть для себя великолепную архитектуру и убранство галереи. Что касается самих драгоценностей, в том числе бриллианта, регент и других экспонатов, для них необходимо создать помещение с повышенным уровнем безопасности. Пройдет еще некоторое время, прежде чем они снова будут выставлены. Напомним, во время налета 4 преступников проникли в музей через окно 2-го этажа, вскрыли витрины и менее чем за 7 минут похитили 8 ювелирных изделий XIX века стоимостью более $100 миллионов. Среди них тиара, брошь и украшения с изумрудами и сапфирами. Похищенные ценности до сих пор не найдены. После ограбления французские власти проверили систему безопасности музея, а руководство Лувра решило разместить коллекцию в новом помещении с повышенным уровнем защиты. До завершения этих работ драгоценности не будут выставляться. Европейская комиссия окончательно отменила грант в размере 2 миллионов евро для Венецианской биеннале. Причиной стало участие России в выставке впервые с начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году. Представитель Еврокомиссии Томас Ренье заявил, что культурные проекты, финансируемые за счет средств европейских налогоплательщиков, должны соответствовать демократическим ценностям, принципам открытого диалога, многообразия и свободы выражения мнений. По его словам, современная Россия этим критериям не отвечает. Решение допустить российский павильон ранее вызвало критику со стороны Украины и руководства Евросоюза. Международное жюри биеннале подало в отставку в знак протеста. Организаторы выставки отвергли обвинения, заявив, что биеннале придерживается принципов открытости и диалога и не нарушает правила ЕС. Однако в Еврокомиссии сочли эти аргументы недостаточными. Представители биеннале сообщили, что ожидали отмены финансирования и намерены оспорить это решение в судебном порядке. Компания OpenAI сообщила о беспрецедентном инциденте во время внутренних испытаний новых моделей искусственного интеллекта. По данным разработчика, автономный ИИ-агент смог выйти за пределы тестовой среды, получить доступ к интернету и атаковать инфраструктуру платформы Hugging Face, пытаясь выполнить поставленную перед ним задачу.
В OpenAI заявили, что инцидент произошел в контролируемых условиях и был быстро выявлен. В Hugging Face подтвердили факт взлома, отметив, что серьезного ущерба удалось избежать. Случившееся уже вызвало новую волну дискуссий о безопасности самых мощных систем искусственного интеллекта и необходимости усиления контроля за их испытаниями.